Украинские новости с каждым днем все больше напоминают набросанный пьяным голливудским сценаристом сюжет сериала в жанре «фильм-катастрофа». Ежедневно что-то падает, взрывается, рушится и сходит с рельс. Чем это все закончится, учитывая наличие нескольких атомных электростанций, даже представлять не хочется. Ехидный российский IT-эксперт, мой тезка Руслан Карманов, еще несколько лет назад запустил в народ фразу «инфраструктура пленных не берет». Он имел в виду именно Украину. Да, и свежие вести оттуда лишь подтверждают его правоту. Недавнее сообщение на официальном сайте Украинской железной дороги. 3 июля 2018 года в 14:18 на перегоне Ивановка-Веселый Кут в Одесской области произошел сход 14 грузовых вагонов, в результате чего был нарушен габарит на обоих путях перегона. Из-за инцидента движение 20 пассажирских поездов было организовано по альтернативным маршрутам в объезд этого участка. Вагоны были загружены шротом и черными металлами. Люди не пострадали. Конечно, может оказаться, что в стране победившие махновщины были банально разобраны и украдены рельсы. Но есть основания полагать, что дело в техническом состоянии подвижного состава Украинской железной дороги. На эту мысль наводит предыдущее сообщение по теме «Инфраструктура пленных не берет», которое появилось днем ранее, 2 июля. Практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитально-восстановительных ремонтов. Об этом говорится в информационно-аналитических материалах, подготовленных ГП «Укрпромвнешэкспертиза» для специального расследования относительно импорта кислоты серной и олеума, проводимого Межведомственной комиссией по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли Украины. С учетом возраста, год постройки, практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитально-восстановительных ремонтов. Суммарная стоимость их проведения может составить 183,6 миллиона гривен или около 7 миллионов долларов, говорится в документе. Оцените табличку. Самые новые цистерны были сделаны в 1993 году, 25 лет назад. Возникает вопрос, а что делали все эти 25 лет украинские бизнесмены, которые пользовались этими цистернами, естественно, зарабатывали деньги? Выжимали инфраструктуру досуха, ничего не вкладывая. Потому что незалежность же, то есть если сегодня не украл, то завтра все может развалиться и уже не успеешь украсть. Поэтому надо хапнуть как можно больше и сдернуть, ведь на следующих выборах твой кандидат может проиграть, и у тебя все отберут. Вот и результат. Сходят с рельс вагоны, падают мосты, изнашиваются цистерны для кислоты, без которой не получится коксующегося угля, то есть карачун металлургии. Это не какой-то фантастический роман или комикс в жанре постапокалипсиса. Это многомиллионная страна, бывшая богатейшая республика Советского Союза. Она находится от нас через границу, совсем близко, рукой подать. И она проваливается в тот век, когда максимум доступного в плане цивилизации – это садок вишневый возле хаты и туалет типа сортир на огороде. Все. А потом еще отечественные либералы спрашивают, зачем строят аэропорты и мосты? Затем, чтобы не разучиться их строить, как минимум. Кто думает, будто инфраструктуру можно скачать в интернете, словно в компьютерной игре, пусть переезжает к европейцам. А там, процитирую Карманова, хатка, плетень с крынками, вдали цуцик патюка прет, из соседней хаты стеклом позвякивают и кислым запашком брага радуют. Все домотканное, в рушниках. 7 подушек в горочку, и грязь блестит под луной, как антрацит. Ведь у этих людей, оставшиеся от исчезнувшей цивилизации, атомные электростанции есть. Я не знаю, когда будет решен украинского вопроса, но решать его надо, это без вариантов. Даже думать не хочется, что произойдет, когда АЭС устанут, как устали мосты, вагоны, цистерны и опоры ЛЭП.